189-я серия на связи. Сегодня посмотрим, что же брат Хань для нас приготовил. Друзья, важное обновление по противостоянию святого. Под прошлым видео 12 человек поставили плюс за ежедневный выход. В опросе уже 7 человек четко выбрали свой уровень, и мы почти у цели. Нам нужно добить до 15 голосов, чтобы я мог уверенно запустить этот формат. И важный момент. Чтобы сохранить высокое качество и не выгореть, я беру в этот первый поток максимум 15 мест. У вас есть пара дней. Ссылка на опрос в описании. Давайте доберем эти голоса и запустим. Если видео понравилось, ставьте палец вверх. Это реально помогает каналу и не дает алгоритмам грустить. Также напоминаю, что я оживил свой старый канал с аниме и Дунхуа. Там уже больше 20 тысяч серий. Если вы не знаете, что посмотреть вечером, ссылка на этот канал ждет вас в телеграм-чате. Заходите и забирайте. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Ваша помощь очень важна. Кто еще не стал спонсором, подписывайтесь. Все ссылки в описании. А теперь хватит болтать. Начинаем разбор. Погнали. Над горой Желтого Дракона все еще дрожала зеленая дымка великой формации, а высоко в небе поединок катился к развязке. Хань Ли висел в воздухе один против черной фигуры Тяньку, и огромное демоническое тело противника только что распалось на бесчисленные нити черного света. Холодный блеск сверкнул в глазах Хань Ли, и он резко сжал ладони, будто стиснул в кулаке само небо. В золотую сеть, накрывшую разлетающиеся нити, ударила ослепительная вспышка молнии. Разряды побежали по золотым ячейкам, множась и ветвясь, и сеть начала стягиваться куда быстрее прежнего. Каждая черная нить, метнувшаяся к свободе, натыкалась на золотую молнию и вспыхивала. Нити иньской ци обращались в золу одна за другой, и не оставалось от них даже дыма. Каждая, догорая, содрогалась и исходила жалким неистовым криком, от которого воздух над горой звенел, будто треснувшее стекло. Вскоре уцелевшие нити отступили к центру сети и стянулись там в единый комок. Из него сгустился глянцево-черный зарождающийся демон, крохотный, но с лицом, на котором был написан чистый, ничем не прикрытый страх. Он раскрыл рот и выблевал ошметки угольно-черной иньской ци. Она мгновенно облепила его несколькими слоями, силясь удержать божественную дьявольскую молнию хотя бы на расстоянии вытянутой руки. Лицо Хань Ли не выдавало ничего, кроме насмешки, что мелькнуло на нем на долю секунды и тут же ушла. Он развел пальцы, и из его руки вырвалась молния такой яркости, что на нее было больно смотреть. Свет захлестнул зарождающегося демона целиком. Раздался еще один жалкий, оборванный на середине крик. За ним прокатились раскаты грома, а потом над горой стало тихо. Хань Ли позволил себе беззвучно выдохнуть. Остатком молнии он подтянул к себе черную сумку для хранения, что осталось висеть в пустоте, и спрятал ее так небрежно, будто поднял с земли оброненный камешек. Затем он поднял голову и бесстрастно провел взглядом по строю воинов-заклинателей, застывшему выше у самой кромки туманной завесы. Он не задержался ни на одном лице. Его тело вспыхнуло лазурным светом, и он полетел назад, к культиваторам небесного южного региона. За спиной у него медленно оседали последние искры, все, что осталось от противника. Он перекинулся с черной фигурой всего парой фраз, а затем стер ее божественной дьявольской молнией так быстро, что никто толком не успел понять, как это произошло. Ошеломлены были не только культиваторы небесного южного региона. Воины-заклинатели по ту сторону тоже не верили собственным глазам, и строй их заметно дрогнул. О черной фигуре культиватора небесного южного региона знали немного, лишь общие слухи и обрывки чужих донесений. Эти таинственные культиваторы явились в долину Моулани откуда-то с большого континента. Зачем они пришли, не понимал никто. Но с 3 муланьскими высшими мудрецами они успели прийти к некоему согласию, и этого было достаточно, чтобы их приняли как союзников. Способности черной фигуры далеко превосходили обычные для его ранга. Еще до того, как настоящая война успела начаться, 2 культиватора зарождающейся души небесного южного региона погибли от его руки один за другим. Именно так он и заработал доверие муланьских высших мудрецов. И именно поэтому он сам вышел на второй бой. Ему казалось, что великую формацию охраняет слишком много культиваторов зарождающейся души. Он рассудил просто: убрать хотя бы одного заранее означало облегчить будущий штурм, и рискнуть стоило. Но кто мог подумать, что этот заурядный на вид молодой человек прикончит его с такой легкостью?
Даже зарождающаяся душа не сумела ускользнуть, и это добило двух воинов-заклинателей окончательно. Когда морщинистый воин-заклинатель и Куяо пришли в себя, они в ужасе переглянулись. Ни один не знал, стоит ли продолжать бой, и оба ждали, что решение примет кто-то другой. И в этот самый миг у обоих в ушах прозвучал слабый, еле различимый голос, слышный только им двоим. «Отступайте, мы упустили момент, займемся нашими планами на завтра. Когда придет время, этой формации не устоять». Хе-хе. Голос звучал ровно, почти лениво, но приказ в нем читался безошибочно. Хотя смерть Тяньку немного неожиданна, я лично объясню это муланьским высшим мудрецам. Морщинистый воин-заклинатель и Куяо застыли на мгновение, будто им дали пощечину. Затем оба беспрекословно подчинились и передали остальным приказ отходить. Армия развернулась и потянулась назад, к югу, и в ее движении сквозило беспокойство. Слишком гладко все начиналось и слишком скверно закончилось. Оба мудреца, как и полагалось, прикрывали тыл. Они мрачно следили за отступлением своих, и от их взглядов веяло холодом. Прежде чем уйти, оба посмотрели вниз, и особенно долго на Хань Ли. Затем они превратились в две полосы света и исчезли за горизонтом. Гу Шуанпу проводил уходящую армию глазами и обернулся к остальным. «Должны ли мы преследовать их?» «Оставь их», — Лу Вэй покачал головой. «Они отступают, но они не разбиты. Начнем преследование и сами окажемся в окружении». Он кивнул назад, туда, где под зеленой дымкой лежала гора. «Кроме того, наша цель проста – держать великую формацию. Лучше пока отдохнуть и набраться сил». «Формация 1000 звуковых форм в горах Желтого Дракона просто так не падет», добавил он с мрачным удовлетворением. «Если Моулани хотят взять ее, им придется попотеть». После этого Лу Вэй перевел взгляд на Хань Ли, и в зале воздуха повисло что-то вроде неловкости. Победы над черной фигурой не ожидал никто, и теперь никто не знал, что сказать. А Хань Ли в этот момент разглядывал содержимое черной сумки для хранения, и на его лице играла легкая улыбка. Эта улыбка смутила остальных культиваторов еще сильнее. Человек, только что убивший культиватора зарождающейся души, имел право на любые странности, и от этого делалось не по себе. Их прежнее пренебрежение к Хань Ли испарилось без остатка. Никто уже не помнил, что несколько дней назад считал его случайным юнцом, попавшим в гарнизон по недоразумению. «Господин даосист Хань, поздравляю с убийством столь высокорангового противника». Лу Вэй улыбнулся и сложил руки в приветствии. «Я непременно доложу Альянсу 9 наций о твоих заслугах. Тебя определенно вознаградят, и вознаградят щедро», — добавил он. Старик Ма и Гу Шуанпу тоже поздравили его, и в их голосах звучало восхищение, к которому примешивалось невольное уважение. Оба говорили теплее, чем когда-либо прежде. Однако выражение Хань Ли осталось таким же небрежным, как и до боя. Он обменялся с ними парой любезностей, почти не глядя в их сторону, и на этом счел разговор законченным. Никто не заметил, как на его лице на мгновение появилась легкая ухмылка. Она была слишком короткой и слишком холодной, чтобы кто-то успел ее истолковать. Как только армия воинов-заклинателей окончательно скрылась из виду, Лу Вэй открыл проход в тумане. Все скользнули внутрь, и завеса за ними бесшумно сомкнулась. На горе Желтого Дракона снова стало мирно. Вернувшись в зал, Хань Ли и остальные наскоро обсудили прошедшие бои, разобрали, что удалось узнать о противнике, и разошлись по своим резиденциям. Старику Ма отдых был нужен больше, чем кому-либо. Он не только лишился своего сокровища, но и повредил жизненную силу, вливая в него собственную мощь до последней капли. В мгновение ока в зале остался один Лу Вэй. Он сидел в главном здании, опустив голову, и думал о чем-то своем. Через некоторое время он вдруг поднял бровь, и на его лице появилось странное выражение. Он проговорил негромко, почти без интереса. «Кто там? Входите». В зале сверкнула вспышка света, и из нее вышел еще один человек. «Ха, способности брата Лу очень глубоки. Ты заметил меня, едва я вошел?» Гость чуть склонил голову. «Неудивительно, что формацию Альянса 9 наций тебе доверили одному». Лу Вэй нахмурился и смерил его взглядом. «Ты? Почему ты не отдыхаешь? И зачем ходить так тихо?» «Ничего особенного. Я просто нашел один секрет и почувствовал, что должен поговорить с тобой немедленно».
Секрет? Лу Вэй озадаченно посмотрел на него. Какой еще секрет? Старейшина секты дрейфующего облака, господин Хань, скорее всего, моуланьский шпион. Сказав это, гость без колебаний шагнул дальше в зал, будто произнесенное давало ему на это право. Лу Вэй невольно рассмеялся, и лицо его наполнилось откровенным недоверием. «Шпион? У тебя рассудок помутился? Хань Ли только что убил воина-заклинателя зарождающейся души. Это слишком смешно. Я знаю, что брат Лу может не поверить, но у меня есть доказательства. Ты сам убедишься, что я говорю правду». Гость вздохнул и горько улыбнулся, и в его ладони появилась нефритовая пластинка. Он сделал еще шаг вперед, приблизившись к крупному мужчине почти вплотную. Лу Вэй в изумлении поднялся с места и пошел ему навстречу. Затем он спокойно принял нефритовую пластинку в ладонь. В тот же миг выражение его лица резко изменилось, и в глазах вспыхнула ярость. Он все понял, но на долю мгновения позже, чем было нужно. Пластинка полыхнула зеленым светом и обернулась маленькой изумрудно-зеленой змеей. Со скоростью молнии та впилась ему в запястье. Он не успел даже вскрикнуть, тело обмякло и рухнуло на пол, и лицо его почти сразу налилось фиолетовым. На лице гостя мелькнула радость, и он пробормотал себе под нос. Двуххвостая нефритовая змея и правда заслуживает своей репутации. Она лишь немного уступает десятке высших ядов. После укуса она забирает и зарождающуюся душу, чтобы та не смогла сбежать, продолжал он тихо. Если бы змея умела летать, это был бы невероятно мощный способ убивать культиваторов. Затем он шагнул вперед и склонился над трупом, разглядывая его с холодным вниманием. Темно-зеленая змея выпустила клыки и соскользнула с тела, обнажив два тонких хвоста на спине. Она стукнула ими по земле и метнулась в ладонь хозяина. Змея обвелась вокруг его руки и прошипела, показав фиолетово-черный язык. Ее глаза сияли жутким темно-зеленым светом. Мужчина слегка взмахнул рукой и забрал у трупа сумку для хранения. Затем он взволнованно обшарил ее духовным чутьем, явно ища что-то определенное. Через мгновение он мягко прошептал, и в шепоте прорезалась тревога. «Не может быть. Где командный медальон? Я же четко видел, как он положил его в свою сумку». Он в расстроенных чувствах перевернул сумку вверх дном и принялся вытряхивать ее содержимое прямо на пол. На камне высыпалась куча низкоранговых магических инструментов и низкоранговых духовных камней. Ничего больше. Ни единой вещи, стоящей внимания культиватора зарождающейся души. Как только он это увидел, цвет его лица побледнел. Тело вспыхнуло зеленым светом, и, не говоря ни слова, он метнулся в коридор полосой яркого света. За его спиной в зале раздался глубокий вздох, спокойный и почти сочувственный. Стены зала засверкали серебром, и вокруг сомкнулся огромный световой барьер. Коридор впереди перестал быть выходом. Мужчина холодно фыркнул и не подумал останавливаться. Он похлопал по сумке для хранения духовного зверя и вызвал угольно-черную духовную ящерицу, швырнув ее в преграждавший путь свет. Раздался приглушенный удар. Зверя отбросило назад, а барьер остался невредимым, даже не потускнев в месте столкновения. Мужчина тревожно стиснул зубы и выплюнул изо рта синий трезубец. Магическое сокровище в одно мгновение разделилось надвое и вновь слилось в единую полосу синего света. Полоса ударила по световому барьеру. Прогремел глухой взрыв. Синий свет отшвырнуло метров на 10, и он с треском врезался в землю. «Брату Гу не стоило создавать себе такие неприятности», — раздался в зале голос Лу Вэя. «Это место есть ядро великой формации горы Желтого Дракона», — продолжал голос спокойно. «Вполне естественно, что его охраняют самые мощные ограничительные заклинания. Не думай, что можешь уйти так просто». Синий свет угас, открыв Гу Шуанпу. Лицо его было смертельно белым, а взгляд едва держался в границах спокойствия. «Значит, ты не умер», — проговорил он глухо. «Ты использовал марионетку из плоти. Я слышал, что в Альянсе 9 наций есть таинственный культиватор, который делает двойников из плоти», — добавил Гу Шуанпу. «Их не отличить от настоящего человека. Такого я не ожидал». Сверкнула вспышка белого света, и в зале появился Лу Вэй. Он взглянул на Гу Шуанпу с другой стороны барьера, а затем перевел взгляд на уничтоженный труп на полу.
Брат Гу много знает о делах нашего Альянса 9 наций, как и следовало ожидать, и о марионетках-двойниках тоже. «Верно, ты убил марионетку, которую я контролировал», — сказал он ровно. «Даже культиватор зарождающейся души вроде тебя не смог ее различить». «Ха, глупости!» Гу Шуанпу дернул плечом. «Я просто не стал применять духовное чутье, боясь, что меня заметят. К тому же я взращивал двуххвостую нефритовую змею несколько сотен лет», — продолжал он. «Ее яда хватало, чтобы убить одного культиватора зарождающейся души наверняка. Изначально я собирался лишь ранить тебя змеей». Гу Шуанпу говорил с ледяным выражением, но в глазах у него стояло сожаление. «Я ошибочно переоценил ее ядовитость, увидев, что ты пал от одного укуса. Кажется, я был слишком самонадеян». «Ха, марионетку я заказал шутки ради», — усмехнулся Лу Вэй. «Я и не думал, что мне сделают настоящего двойника. Зато теперь понимаю, что оно того стоило». Гу Шуанпу дернул щекой и немного помолчал, собирая остатки хладнокровия. «Судя по твоему тону, ты знал, что я приду за тобой, и подготовил замену заранее. Ты нашел во мне что-то подозрительное после того, как я прибыл на гору Желтого Дракона?» Лу Вэй покачал головой. «Конечно нет. Как я мог без причины подозревать старейшину секты контроля над призраками? Я получил предупреждение, но до конца в нем не был уверен», — добавил он и повернул голову в сторону. «Господин даосист Хань, брат Ма, можете выходить». Услышав это, Гу Шуанпу помрачнел окончательно. Тревогу на его лице больше не удавалось скрывать ничем. С обеих сторон зала вспыхнул желтый свет. Из него вышли Хань Ли со спокойным выражением на лице и старик Ма, чье лицо было предельно серьезным. «Не ожидал, что господин даосист Гу на самом деле сделает это», — с грустью сказал старик Ма. «Что тебе предложили Моулани в обмен на такое безумие?» Гу Шуанпу уставился на старика и холодно фыркнул. «Безумие? Я сам родом из племени Моулани. Как мое решение может быть безумием?» «Ты из племени Моулани?» Культиваторы были поражены этой новостью куда сильнее, чем самим предательством. Конечно, на лице Гу Шуанпу появилось безумное выражение. «Вы что, всерьез думали, что кучки выгод хватит, чтобы купить культиватора зарождающейся души вроде меня? Вы, культиваторы Небесного Южного региона, должны наконец понять, насколько скудны ресурсы для культивации в долине Моулани». Он говорил все быстрее. «Среди воинов-заклинателей полно талантов, у которых нет никакой возможности расти», — продолжал он. «Им не хватает духовных камней и духовных таблеток, и это решает все. Через 100 лет они превращаются в кучу костей, потому что у них не было подходящих условий». Гу Шуанпу оскалился. «Почему вы забрали себе такой хороший край, а мы должны довольствоваться малым? Если мы получим ресурсы Небесного Южного региона, менее чем через 100 лет число воинов-заклинателей удвоится», — сказал он с горящими глазами. «С такой силой мы разобьем племя вознесенных бессмертных и будем править всей долиной Моуланей». Слушая его, остальные невольно смутились. В этих словах была своя железная логика, и от нее делалось неприятно. Хань Ли, однако, заинтересовался совсем другим и спросил тут же. «Уничтожить племя вознесенных бессмертных? Кажется, Моулани уже потерпели от них решительное поражение. Большая часть моуланьских равнин теперь принадлежит им», — продолжал он спокойно. «Вот почему вы полезли в Небесный Южный регион». «Как... Откуда ты об этом знаешь?» Гу Шуанпу застыл на мгновение, а затем что-то сообразил и злобно уставился на Хань Ли. «Ты подслушивал мои голосовые передачи с Ле Шанши?» Кажется, брат Гу понял все довольно быстро. Хань Ли говорил без всякого злорадства. «Но не вини меня. Кто виноват, что ты так нагло вел передачи рядом со мной? С моим духовным чутьем это не составило труда», — добавил он. «Поэтому я обо всем рассказал господину Лу». Гу Шуанпу побледнел и жестко уставился на Хань Ли, и в его голосе прорезалась настоящая обида. «Хорошо, очень хорошо. Все мои секреты раскрыты. Я так долго скрывался в Небесном Южном регионе, и попасться на такой неосторожной мелочи попросту несправедливо. Но не говори мне, будто твое духовное чутье лишь чуть выше моего». Он подался вперед. «Ты слишком скромничаешь. Разве секретную передачу голоса можно сравнить с обычной? Подслушать мою секретную передачу мог только тот, чье духовное чутье равно чутью культиватора поздней стадии зарождающейся души.
закончил он. «Поздней стадии зарождающейся души?» – вскрикнул от удивления старик Ма. Лу Вэй тоже тревожно взглянул на Хань Ли, и в этом взгляде было больше вопросов, чем ему хотелось бы показать. Хань Ли нахмурился. Он не думал, что это дело так неудачно выдаст истинную силу его духовного чутья. Но вскоре он опустил глаза и, наоборот, расслабился, придав лицу выражение спокойного безразличия. Пусть эти двое лучше усомнятся в словах Гу Шуанпу, чем в нем самом. И это подействовало. Мысль о том, что у культиватора ранней стадии зарождающейся души может быть чутье уровня поздней стадии, была слишком немыслимой, чтобы задержаться в голове надолго. Лу Вэй неохотно отвернулся от Хань Ли и снова посмотрел на Гу Шуанпу внутри светового барьера. «Поскольку мы теперь знаем, что ты шпион, не обвиняй нас в безжалостности. Я предпочел бы сохранить тебе жизнь и передать исполнителям Альянса 9 наций», — сказал он ровно. «Но впереди великая битва, и держать тебя живым у нас нет возможности». Он перевернул руку и вызвал командный медальон, засверкавший серебряным светом. Медальон поднялся в воздух и выстрелил в барьер тонким лучом. Барьер поглотил луч целиком, и в его толще расцвели бесчисленные серебряные цветы. Гу Шуанпу смотрел на эти цветы, как на ядовитых насекомых, и лицо его исказилось от ужаса. Не тратя времени на размышления, он несколько раз похлопал себя по телу. Слой за слоем на нем вспыхивали разноцветные щиты света. Одновременно он выставил перед собой синий трезубец, и тот закрутился над его головой, свивая барьер синего сияния. Серебряные цветы начали лопаться, заполняя световой барьер изнутри. Лу Вэй беспристрастно отвернулся и обратился к Хань Ли и старику Ма. «Пойдемте, здесь не на что смотреть. Уровень его культивации велик, но долго он не продержится, и его зарождающуюся душу вскоре уничтожит. Нам еще придется разбираться с последствиями», — добавил он мрачно. Этот человек был шпионом Моулани, но он все еще был старейшиной секты контроля над призраками. Объясняться перед Альянсом придется серьезно. Слушая, как уверенно Лу Вэй говорит об ограничительных заклинаниях зала, Хань Ли лишь моргнул и ничего не сказал. Старик Ма же нахмурился, явно засомневавшись. Затем Хань Ли неожиданно улыбнулся. «Честно говоря, дело хлопотное, но беспокоиться о нем слишком сильно нет никакой нужды». После сегодняшних достижений Хань Ли, Лу Вэй не смел его игнорировать. И спросил, чуть помедлив: «Что ты имеешь в виду, брат Хань?» Старик Ма тоже с удивлением обернулся к нему. Хань Ли потер подбородок, будто складывая мысли в порядок. «Лидеры нашего альянса наверняка знают о мауланьских шпионах, проникших в небесный южный регион. Возможно, кого-то уже ловили прежде. Пусть он был высокоранговым культиватором, продолжал Хань Ли, секта контроля над призраками ничего с этим не сделает. Мы все пришли из разных альянсов, и большинство культиваторов не подумает, что мы сознательно убили их старейшину», — сказал он. «Значит, нам нужно лишь объясниться и передать сведения, полученные от Моулани. Как только эти сведения подтвердят, никаких проблем не будет», — добавил он спокойно. «Я к тому же уверен, что у секты контроля над призраками были свои подозрения насчет старейшины Гу». Хань Ли пожал плечами. Разумеется, господин Даосист Гу не мог скрывать все настолько тщательно столько лет. А если подозрений и не было, они непременно найдут что-то странное в его прошлых действиях. Лу Вэй вскинул брови, и в его руке появилась нефритовая пластинка. На лице у него было странное выражение, наполовину облегчение, наполовину расчет. Слова брата Ханя разумны. «Я тоже использовал секретную технику и записал все сказанное старейшиной Гу на нефритовую пластинку. Когда придет время, мы предъявим это как доказательство», — закончил он. Выслушав объяснение Хань Ли и увидев пластинку в руке Лу Вэя, старик Ма наконец вздохнул с облегчением. «Все правильно сделано», — сказал он. «Жаль только, что господин даосист Бу Юньхэ не смог стать свидетелем. Его травмы слишком тяжелы, он не сумел бы толком укрыться». Все трое втянулись в обсуждение, и на несколько мгновений в зале стало почти спокойно. И вдруг из светового барьера донеслось шипение, низкое и протяжное. Все трое очень удивились и в недоумении переглянулись. Лу Вэй только собрался действовать, как внутри барьера с грохотом полыхнуло пламя. Оттуда вылетел зеленый коготь и ударил по световой стене, будто молния, заставив ее задрожать. «Что это?» Лу Вэй был встревожен и явно не верил происходящему.
У него еще есть сила, чтобы ломать это ограничение. Он сложил жест заклинания и ударил по барьеру печатью. Бесчисленные цветы света сжались и опали, открывая то, что творилось внутри. Лу Вэй и старик Ма почувствовали, как их дыхание заледенело. Выражение на лице Хань Ли тоже стало угрюмым. Гу Шуанпу исчез. На его месте стоял получеловек-полузмея. Чудовище было в одежде Гу Шуанпу, но лицо и конечности его сплошь покрывала зеленая чешуя. Зрачки стали вертикальными, а на пальцах выросли длинные когти. За спиной у него мотались два хвоста длиной по 2 метра, и они звучно стучали по каменному полу. Чешуйчатое лицо, вне всякого сомнения, принадлежало Гу Шуанпу. Когда оно раскрыло рот, наружу высунулся змеиный язык, и чудовище зашипело так, что у людей поднялся страх, смешанный с отвращением. Едва старик Ма ясно разглядел монстра, лицо его побледнело, и он вскрикнул. «Это техника духовного воспламенения. Он превратился в двуххвостую нефритовую духовную змею!» «Техника духовного воспламенения?» На лице Лу Вэя вспыхнула тревога. «Разве это не утраченная секретная техника? Он не боится быть изгнанным из круга перерождений», добавил он почти шепотом. Затем Лу Вэй уставился на змеи-монстра, как на смертельного врага, и торопливо похлопал себя по сумке для хранения. По вспышке серебряного света в его руке появился талисман ограничения. Он влил в него духовную ци и подбросил в воздух. Но едва он начал произносить заклинание, как чудовище за барьером сорвалось с места. Оно угрюмо метнулось мимо троих, стоявших за стеной света, быстро щелкнуло языком, а затем раскрыло пасть. Оттуда вырвалась струя пурпурно-черной жидкости, летящая прямо в их сторону. Лу Вэй увидел это и оборвал заклинание на середине. Вместо этого он указал на командный медальон, и тот залился серебряным светом. Медальон выстрелил под барьер 10 серебряными печатями, и каждая издала вопль дракона. Барьер вспыхнул несколько раз и заметно потолстел. Внутри него начали конденсироваться бесчисленные серебряные потоки, тяжело перекатываясь вдоль стен. Черно-фиолетовая жидкость ударила в барьер. Часть цветовой стены мгновенно потемнела, и пятно расползлось до 3 метров в ширину. На лице змеи-монстра появилось злобное выражение. Он ударил обоими хвостами по полу, выпустил полосу зеленого света и яростно врезал по барьеру когтями. Раздался грохот, и барьер прорвался, как бумажный лист. Монстр был в восторге. Его тело тут же размылось, и стало ясно, что он собирается бежать. На лице Лу Вэя появился ужас. Он выплюнул изо рта белый стержень, и тот развернул вокруг него световой щит. Старик Ма сделал то же самое. С нервным выражением он выплюнул свое магическое сокровище и накрыл тело слоем света. Оба прекрасно понимали, насколько страшен культиватор ранней стадии зарождающейся души, применивший технику духовного воспламенения. Дело было даже не в техниках. Уровень его культивации в этот момент сравнялся с культиватором средней стадии зарождающейся души. Против такого противника драться пришлось бы не на жизнь, а на смерть. Видя, что монстр вот-вот исчезнет, оба готовились именно к такому бою. Но нападать первыми они не собирались, если он не набросится сам. В этот момент Хань Ли вздохнул с беспомощным видом и решил, что придется действовать самому. Он размылся, переместился к световому барьеру и оказался прямо у прорехи в нем. Путь наружу оказался закрыт. Змеи-монстр, уже нацелившийся бежать, увидел Хань Ли перед собой, и глаза его злобно засверкали. Без единого предупреждения он раскрыл рот и выплюнул пурпурно-черный яд. «Будь осторожен, господин даосист Хань, тебе лучше быстрее уклониться!» В тревоге закричали Лу Вэй и старик Ма. Кричали они не из беспокойства о нем. Им была нужна каждая капля силы, какую можно собрать против этого монстра, не говоря уже о нависшей угрозе армии воинов-заклинателей. Хань Ли не обратил на крики никакого внимания. Он посмотрел на летящую фиолетово-черную жидкость, и в его глазах мелькнуло странное выражение. Он поднял руку, согнул пальцы и покрыл их слоем мерцающего синего пламени. Затем он протянул руку вперед, будто собирался схватить яд ладонью. У двух культиваторов зарождающейся души сердце ушло в пятки. Змей-монстр, не колеблясь, выплюнул яд снова. На лице Хань Ли появилась еле различимая насмешка, и его глаза засверкали синим светом. Между ним и монстром вспыхнул мощный свет и начал интенсивно пульсировать. Лу Вэй и старик Ма торопливо переглянулись и снова обернулись к прорехе.
То, что они увидели, поразило их до немоты. На лице змеевидного монстра еще держался восторг, будто он вот-вот выскользнет за барьер. Но тело его уже покрывал искрящийся кристалл, и оно стало скульптурой из синего льда. Яд тоже обратился в тонкую ледяную нить, торчащую из его рта примерно на метр. А Хань Ли в какой-то неуловимый миг оказался за спиной монстра. Его пылающая синим рука лежала у чудовища на шее. Он держал руку на месте и бесстрастно смотрел на ледяную скульптуру. Как и ожидалось, это лишь первое воплощение духовного воспламеняющегося монстра, сказал он негромко. Он был довольно умен, но боевого опыта ему не хватило. Бояться было нечего. Затем Хань Ли поднял другую руку, и из его ладони вырвалась плотная дуга золотой молнии. Она ударила по ледяной скульптуре и окутала ее золотой сетью. Синее сияние и золотой свет слились воедино, а затем разорвали скульптуру на куски размером в дюйм. Воздух наполнился синими пятнами света. Внезапно из этого облака выстрелил черно-фиолетовый объект размером с кулак. Золотая сеть поймала его почти сразу, и изнутри понеслись нечеловеческие вопли. Суровое выражение мелькнуло на лице Хань Ли. Он сжал руку, испускавшую молнию, и сеть стянулась и исчезла из виду вместе со всем, что в ней осталось.